Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я готовлю незабываемо вкусный, быстрый торт со вкусом экзотических фруктов Тенерифе. Торт готовится очень просто и быстро. Получается нежным, сочным, тающим во рту без преувеличения. Нравится как взрослым, так и детям. Готовится совсем несложно ручным миксером и справится даже новичок. И тортик будем готовить без желатина. В результате получается торт необыкновенно вкусным, из очень доступных продуктов. Итак, для бисквита я беру 6 яиц среднего размера, весом без скорлупы примерно по 50 грамм, комнатной температуры. Здесь я разделила 6 яиц на белки и желтки и приготовим сухие ингредиенты. 180 грамм муки, 40 грамм какао и 10 грамм разрыхлителя. Я смешиваю все это до однородности и пока отставляю в сторону. 6 белков, яйца среднего размера, щепотка соли, 8 грамм ванильного сахара и от 180 грамм сахара 1/3 примерно я добавляю в белки. Общее количество сахара на весь бисквит 180 грамм. Взбиваю сейчас секунд 30 так до такой пышной пены и добавляю туда сейчас 20 грамм кукурузного крахмала. И взбиваю минуты 2 сейчас всю эту белковую массу, не дольше. Она у нас не должна превратиться в состояние губки, но пики должны быть слегка подрагивающие, чтобы бисквит мог подниматься. Отставляем сейчас в сторону пока белки. Здесь 6 желтков. Желтки ни в коем случае заранее не засыпаем сахаром, чтобы они не покрылись корочкой. Ввожу туда порциями весь оставшийся сахар. И взбиваю желтковую массу не менее 3 минут. Это очень важно, потому что желтки нужно взбивать не меньше, чем белки, а иной раз даже и дольше. 140 мл молока комнатной температуры. Можете слегка теплого молока взять. Просто перемешиваем до однородности. Также я туда добавляю 90 грамм растительного масла без запаха. Все тоже перемешиваем, ничего больше здесь не взбиваем. И сейчас я ввожу туда всю сухую смесь. Все это перемешиваю просто до однородности миксером. Духовка уже разогрета на 175 градусов Цельсия. Венчики больше мне не понадобятся здесь. И белковую массу я буду вмешивать лопаткой. Такими круговыми движениями. Аккуратно вмешиваем. Она вмешивается очень быстро, потому что у нас уже все ингредиенты добавлены. Проверяю вот так вот большим венчиком, чтобы не оставалось комков. И можно уже заливать в форму. Итак, в качестве формы для выпечки я здесь беру разъемное кондитерское кольцо раздвижное, выставила ему диаметр на 24 сантиметра, застелила двойной фольгой. Буду выпекать сейчас при температуре 175 градусов Цельсия в заранее разогретой духовке, режим вверх-вниз без конвекции, примерно 45-50 минут на среднем уровне. Итак, бисквит у меня испекся, проверяю его шпажкой, она выходит сухая и чистая. Дала ему полностью остыть в форме. Пару часов у меня на это ушло. Вот так аккуратно его вырезаю из формы. Бисквит очень нежный, поэтому крошки здесь будут. Чтобы были идеальные боковины у бисквита, следует здесь именно вот в этом рецепте застилать тефлоновым ковриком бока формы. Если уже у вас нет тефлонового коврика, то можно использовать просто пекарскую бумагу, обычную бумагу для выпечки. Можно так, как я делаю, потому что мне не нужны здесь, в принципе, идеальные бока. Все равно буду все покрывать это крошкой. Шапочка здесь нам обязательно понадобится. Измельчаю ее
Она очень нежная, текстура у бисквита, и отставляю пока в сторону. Итак, для начинки мне понадобится вот такой сок тропических фруктов. Он у меня покупной. Сейчас 350 мл такого сока я отправляю и довожу до кипения. 50 грамм кукурузного крахмала, 8 грамм ванильного сахара, 80 грамм сахара. Я перемешиваю. Добавляю сейчас туда еще 150 мл этого сока и перемешиваю все это до однородности. Сок здесь берите качественный. От качества сока, от вкуса сока будет зависеть вкус вашего торта. 2 яйца среднего размера. Яйца здесь смешиваю в меланж, разбиваем пленочки и добавляю все это к крахмальной массе. Все это перемешиваю до однородности и иду сейчас на плиту уваривать всю эту массу. Сейчас в кастрюле с толстым дном при непрерывном помешивании я буду заваривать всю эту массу. Вливаю туда всю крахмальную смесь уже в очень горячий сок. И когда пойдут первые пузыри, на умеренном огне все это делаю. С этого момента я отсчитываю примерно 20 секунд, провариваю, когда вот уже активное кипение такое, масса у вас загустеет, и сразу же снимаю с огня. Добавляю туда сейчас 50 грамм сливочного масла, желательно холодного, быстрее тогда масса остынет, так удобнее делать. И перекладываю сейчас в емкость, где вся масса будет остывать до комнатной температуры. Не до холодного состояния даже здесь. Накрываю пищевой пленкой. Сейчас, когда у меня масса остыла, готовлю крем. 300 мл охлажденных сливок для взбивания, 100 грамм сахарной пудры, 16 грамм ванильного сахара. Также добавляю туда 250 грамм охлажденного сыра маскарпоне. Сливки должны быть не менее 30% жирности, сливки для взбивания я имею в виду. И 300 грамм охлажденного творожно-сливочного сыра. И все это сейчас взбиваю до устойчивых пиков. Сырная масса взбивается очень хорошо, густеет крем хорошо. Здесь главное его не перевзбить, чтобы крем у вас не отсекся, не пошел крупинками, потому что и сливки, и сыры, они могут отсечься, особенно маскарпоне. Тропическая смесь эта остыла у меня также до комнатной температуры. Уже делю ее визуально примерно на 2 равные части и буду использовать для 2 коржей. Для начинки перекладываю сейчас сразу в кондитерский мешок. Сейчас 1/3 от измельченной шапочки от бисквита я добавляю в крем, то есть вот этой крошки. Этого можно не делать, но благодаря этому крем становится нежнейшим на вкус. Вот эта крошка, она ощущается совершенно по-другому в креме. Крем становится более стабильным и все-таки напоминает вот такую какую-то вулканическую породу на острове Тенерифе, известным своим вулканом знаменитым. Итак, перекладываю все в кондитерский мешок и буду собирать торт. Для пропитки я использую для всего торта примерно 120 мл молока. Крем я сейчас отсаживаю из кондитерского мешка вот такими бороздами, чтобы начинка смотрелась красивее внутри. Можно, конечно, крем классическим способом здесь отсаживать и сверху распространить начинку, но так стабильнее будет тортик, и так в разрезе смотрится гораздо красивее тогда торт. Также выкладываю половину той тропической вот этой начинки, которую мы уже разделили заранее. Если у вас нет кондитерского мешка такого, вы можете использовать пакеты для замораживания пищевых продуктов. Они, как правило, очень такие плотные. Таким же образом собираю и второй корж, пропитываю третий корж, который был у нас дном при выпекании. Крошкой сейчас украшаю бока. Вы можете вместо молока для пропитки взять этот же тропический сок. Это все на ваше усмотрение. Здесь из насадки 8 мм открытая звездочка. Я украшаю вот такими завитками и уберу сейчас в холодильник для стабилизации, хотя бы на 1,5 часа, потому что крем стабильный благодаря крошке, начинка стабильная получается, и торт все равно будет очень сочным, нежным, пропитанным. Если вы хотите, вы можете и подольше его оставить в холодильнике, постоять, ему это не навредит. И разрезается этот торт, вот буквально у меня здесь 1-1,5 прошло, разрезается очень хорошо, нежнейший на вкус, без преувеличений, тающий во рту тортик. С тропическим таким ароматом и вкусом. Все будет зависеть
от качества вашего сока, который вы возьмете. Вы, конечно же, можете взять свежевыжатые соки. Это все на ваше усмотрение. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.